Жизнь Уинстона Черчилля была полна противоречий и неожиданных поворотов, которые формировали его как человека и лидера. С самого начала он оказался в центре бурных событий, которые определяли его судьбу и будущее всей страны. Черчилль родился в 1845 году в благородной семье. Его отец, лорд Рэндольф Черчилль, был влиятельным политическим деятелем, а мать, Дженни Джером, происходила из американской богатой семьи. Однако, несмотря на высокое положение своих родителей, Уинстон не имел легкой жизни. В раннем детстве он чувствовал себя заброшенным. Его родители часто были заняты собственными делами, и маленький Черчилль часто оставался в тени своего могучего отца. Учеба в элитной школе Харроу была для него настоящим испытанием. Уинстон не относился к числу отличников и часто сталкивался с трудностями в обучении. Однако именно в эти годы он начал формировать свой уникальный характер, упорный и настойчивый. После окончания школы он поступил в военное училище Сандхерст, где проявил выдающиеся способности к военному делу, что открыло перед ним новые горизонты. Но, несмотря на успехи, у него возникли конфликты с начальством, что также стало характерным для его жизни. Военная служба стала важной частью его биографии. Уинстон участвовал в боевых действиях в Индии и Судане, где проявил свои лидерские качества. Однако его военная карьера была полна непредсказуемости. Он часто критиковал командование, что привело к его отстранению от службы и возвращению в Великобританию. Эти события только усилили его противоречивую репутацию. С одной стороны, он был храбрым солдатом, с другой — неугомонным критиком системы. Не только военная служба, но и политика стали ареной его постоянных конфликтов. На протяжении своей карьеры Черчилль сменил множество политических партий и идеологий, от консерваторов до либералов. Его взгляды часто менялись в зависимости от обстоятельств и политической конъюнктуры. Это стремление к переменам привело к тому, что многие его современники не могли разобраться в его истинных убеждениях. Он был и борцом за имперские идеалы, и сторонником социальной реформы, что делало его фигуру еще более сложной и многогранной. Сложные отношения с союзниками и противниками шли параллельно с внутренней борьбой. Черчилль всегда искал свое место в мире, где его мнения часто подвергались сомнению. Его решительность и стойкость делали его выдающимся, но также и изолированным. Складывалось ощущение, что он был не только лидером, но и одиноким волком в мире политических интриг. Все эти противоречия не могли не отразиться на его личной жизни. Черчилль всегда искал поддержки у близких, но его характер порой отталкивал людей. Он был сложной личностью, способной как вдохновлять, так и отталкивать. В его биографии множество событий, которые подчеркивают его уникальность, от призыва к военным действиям до литературных амбиций. Эти многогранные аспекты его жизни заставляют задаваться вопросом, какой же на самом деле был Уинстон Черчилль? Следующий этап в его жизни стал еще более захватывающим. Он шагнул в мир, где начались его первые политические шаги. Какие тайны и неожиданности скрываются за его молодыми годами? Уинстон Черчилль родился в 1845 году в семье, которая, казалось, была предназначена для великих свершений. Однако детские годы Уинстона прошли в тени его отца, лорда Рэндольфа Черчилля, который был фигурой на политическом Олимпе. Жизнь в таком доме была полна ожиданий и давлений. Уинстон часто чувствовал себя незаметным и незначительным, ведь его родители были заняты карьерой и общественной деятельностью. Эта тень отца не только создала давление, но и сформировала у юного Черчилля стойкую решимость показать, на что он способен. Уинстон в раннем возрасте начал осознавать, что его интересы и способности не вписываются в рамки ожиданий, навязанных ему семьей. В школе Харроу он не был звездным учеником, его оценки часто оставляли желать лучшего, и он резко контрастировал с блестящими сверстниками. Однако в этом испытании он закалил свой дух. Параллельно с учебой он увлекся рисованием и литературой, что стало его способом выразить себя в условиях, когда прямое взаимодействие с окружающими представлялось сложным. После Харроу Уинстон поступил в военное училище Сандхерст, где он смог проявить свои способности. Он не только преуспел в учебе, но и завоевал репутацию как смелый и решительный курсант. Однако его стремление к независимости и критический взгляд на командование уже тогда стали причиной конфликтов. Уинстон не боялся высказывать свое мнение, даже если это могло привести к значительным последствиям. Призыв к выполнению своих обязанностей и самостоятельность стали важнейшими аспектами его жизни. Военная служба привела Черчилля в Индии и Судане, где он стал свидетелем жестоких сражений и конфликтов. Он не только участвовал в боях, но и проявлял лидерские качества, что привлекло к нему внимание более высокопоставленных офицеров. Однако его постоянная критика командования и околополитические интриги парадоксально сыграли против него. Уинстона неоднократно отстраняли от службы, и он был вынужден возвращаться в родные края, но каждый раз возвращаясь, он становился только сильнее. Сложные отношения с авторитетами и политическими фигурами также оставили отпечаток на его карьере. Черчилль не боялся менять политические партии, его идеализм и взгляды изменялись в соответствии с актуальными обстоятельствами. Это создавало вокруг него ауру загадочности, и многие современники не могли понять его истинные намерения.
Он был одновременно защитником имперских идеалов и сторонником социальной справедливости, что сделало его политическую карьеру еще более запутанной. На фоне этих испытаний складывались отношения с окружающими. Уинстон искал поддержки и понимания, но его характер, зачастую столь же сложный, как и его политические взгляды, мог оттолкнуть людей. На этом этапе его жизни уже формировались те черты, которые сделают его ярким и противоречивым деятелем в будущем. Черчилль стремился к признанию, но его гордость и независимость часто ставили под сомнение его способности к сотрудничеству. В результате он оставался одиноким, что в свою очередь подчеркивало его стойкость и решимость. Вскоре Черчилль оказался на пороге своей первой политической карьеры, и это было лишь началом его удивительного пути. Как ему удалось преодолеть все эти преграды и добиться успеха в политике, оставаясь при этом верным своим убеждениям? Все это ждет вас в следующей части его биографии. Военная служба Уинстона Черчилля началась в его юные годы, когда он, полон амбиций и мечтаний, поступил в элитное военное училище Сандхерст. Здесь он показал себя способным курсантом, проявляя яркие лидерские качества и стремление к знаниям. Но на фоне успехов уже тогда зарождалась его привычка к конфликтам с начальством. Восходящая звезда военной карьеры вскоре столкнулась с суровой реальностью, когда он был направлен в Индию. Первые боевые действия, в которых принимал участие Черчилль, происходили в Индии. Он служил в качестве второго лейтенанта в полку лейб-гвардии, где участвовал в подавлении восстаний. Сражения, полные хаоса и разрушений, показали Черчиллю всю жестокость войны. Он не только сражался, но и вел репортажи о своих впечатлениях, которые вскоре стали популярными. Его статьи были пронизаны личными наблюдениями и уникальным стилем, что не осталось незамеченным как среди сослуживцев, так и среди высокопоставленных чиновников. Однако его смелость и желание критиковать командование обернулись против него. Уинстон часто высказывал недовольство по поводу стратегий и решений, принимаемых руководством. Эти высказывания привели к его отстранению от службы, и он вернулся в Великобританию, где продолжал писать и вести активную жизнь. Это отстранение не сломило его дух и только подогрело желание вернуться в строй. Следующим этапом его военной карьеры стала служба в Судане, где он участвовал в известной битве при Омдурмане. Здесь Черчилль не только проявил храбрость, но и занялся изучением тактики военных действий. Он вновь всецело погрузился в жизнь солдата, настраивая себя на победу и стремясь к успеху. Его отчеты о боевых действиях содержали элементы драматургии, и даже тогда он начал осознавать, что литература может стать неотъемлемой частью его жизни. И хотя Черчилль продолжал получать высокие оценки за свои военные достижения, противоречия не покидали его. Он был вынужден вновь покинуть военнослужащую карьеру, когда его критика командования достигла предела. Каждое свое возвращение в Великобританию он использовал для создания собственного имиджа как не только храброго солдата, но и проницательного аналитика. Сложные отношения с военными руководителями формировали его личность, и он стал центром множества интриг. Уинстон находился под постоянным давлением, и его связи с влиятельными фигурами способны были как поднять его на новый уровень, так и опустить. Каждый новый этап его службы прибавлял ему как сторонников, так и недоброжелателей. В этот период его жизнь напоминала шахматную партию, где каждый ход мог изменить все. Военная служба Черчилля стала отправной точкой для его дальнейшей карьеры. Он не только стал свидетелем великого количества исторических событий, но и сумел извлечь из них уроки, которые повлияли на его будущую политическую деятельность. Служба в армии сделала его темпераментным, но в то же время научила быть стратегом. Вскоре он шагнул на путь, где его способности как политика и оратора проявились в полной мере. Далее его жизнь обернулась новыми вызовами и неожиданностями, когда он стал делать первые шаги в политической арене. Какие тайны и интриги поджидали его в этот захватывающий период? Уинстон Черчилль, несмотря на свою серьезную и порой мрачную репутацию, обладал множеством неожиданных увлечений, которые раскрывали его личность с совершенно другой стороны. В то время как многие знали его как храброго военачальника и выдающегося политика, в его жизни были и менее известные страсти, которые оставили след в его биографии. Одним из основных увлечений Черчилля было рисование. С детства он проявлял интерес к живописи, и это увлечение стало для него настоящим отдушиной. Черчилль находил утешение в создании картин, иногда даже использовал свои художественные навыки для снятия стресса после напряженных политических баталий. Он предпочитал изображать пейзажи и натюрморты, и его работы, хоть и не были признаны великими, оставляли яркий след в его жизни. Не менее важным увлечением Черчилля была литература. Он не только сам писал, но и много читал. В его библиотеке можно было найти произведения классиков, таких как Лев Толстой, Виктор Гюго и многие другие. Он также увлекался историей и часто черпал вдохновение из событий прошлого для своих собственных произведений. В свои молодые годы Черчилль писал статьи и заметки, которые публиковались в различных газетах и журналах. Его стиль и умение передавать эмоции отличали его от других писателей, и это увлечение стало важной частью его самовыражения.
Среди других его интересов была и игра в крикет, которая занимала его время в школе. Черчилль был не только любителем, но и неплохим игроком. Он активно участвовал в матчах и даже занимал пост капитана школьной команды. Эта спортивная активность формировала его характер, развивая в нем командный дух и лидерские качества. Крикет также позволял ему находить общий язык с сокурсниками, и это увлечение стало своеобразным мостом между его сложной личностью и окружающими. Но не только спорт и искусство заполняли его жизнь. Черчилль также увлекался кулинарией. Он имел репутацию гурмана и любил готовить для себя и своих друзей. В его домах всегда были представлены лучшие вина и деликатесы. Эти приятные моменты приносили ему радость и служили возможностью расслабиться после долгих дней, наполненных политическими интригами. Важной частью жизни Уинстона Черчилля были и путешествия. Он обожает исследовать новые страны и культуры, что также стало его хобби. Эти поездки вдохновляли его на творчество и давали возможность научиться чему-то новому. Его приключения в Индии, Судане и других местах обогатили его жизненный опыт и расширили кругозор. Он всегда возвращался из путешествий с новыми впечатлениями, которые помогали ему взглянуть на окружающий мир с разных сторон. Среди всех этих увлечений Черчилль находил время и для более экстравагантных увлечений. Например, он любил участвовать в охоте. Это занятие стало для него не только способом отвлечься от политической суеты, но и важным элементом его жизни, которое позволило ему сблизиться с природой и отдохнуть от напряженного графика. Все эти увлечения, казалось бы, не сочетались с образом серьезного политика, однако они помогали Черчиллю сохранять баланс между напряженной политической карьерой и личной жизнью. Его интересы раскрывали перед людьми другую грань его характера, показывая, что он не был только политическим деятелем, но и человеком, увлеченным многими аспектами жизни. Вскоре, после того, как он прошел через множество испытаний, Черчилль оказался в роли, которая потребовала от него всех его умений и талантов. Как же его увлечения помогли ему справиться с новыми вызовами и обрести успех на политической арене? Эти ответы ждут вас в следующем увлекательном очередном этапе его биографии. Трудные годы в оппозиции стали для Уинстона Черчилля временем, полным политических интриг, сложных выборов и неожиданных поворотов судьбы. После неудачного опыта в правительстве, когда он занимал пост министра боеприпасов во время Первой мировой войны, Черчилль оказался в оппозиции, что стало настоящим испытанием его характера и амбиций. В этот период он сталкивался с полным недоверием к своим идеям и убеждениям, что лишь подчеркивало его уникальную личность. На фоне политической нестабильности в стране Черчилль все же оставался активным участником политической жизни. Он продолжал выступать с горячими речами в парламенте, отстаивая свои взгляды и критикуя правительство. Его страстные выступления вызывали как поддержку, так и осуждение, делая его фигуру знаковой. Черчилль не боялся открыто высказывать свои мнения о слабостях правительства, особенно в вопросах, связанных с угрозами на континенте. Он предвещал надвигающуюся опасность со стороны нацистской Германии, и это предостережение не было воспринято всерьез. В то время как Черчилль боролся за свои взгляды, его политическое положение оставалось шатким. Он сменил несколько партий, начиная с консерваторов и заканчивая либералами, что лишь добавляло путаницы в его репутацию. В этот период он также стремился наладить связи с влиятельными фигурами и общественными группами, используя свои ораторские способности для привлечения сторонников. Он понимал, что для достижения успеха необходимо не только говорить, но и действовать, и именно поэтому начал активно участвовать в различных комитетах и общественных организациях. Сложности не оставляли Черчилля и в личной жизни. Его семья испытывала финансовые трудности, а сам Уинстон часто попадал под гнет общественного мнения. Его оппоненты использовали любые возможности, чтобы подорвать его репутацию, и Черчилль находился под постоянным давлением. Несмотря на это, он не позволял себе опуститься на дно. Он находил утешение в литературе и живописи, продолжая развивать свои увлечения. Творчество служило ему отдушиной, а также позволяло отвлекаться от политических неприятностей. В этот трудный период Черчилль также активно сотрудничал с различными политическими движениями, пытаясь построить коалицию. Он понимал, что в одиночку не сможет достичь успеха, и стал искать союзников, готовых разделить его взгляды. Он внимательно следил за изменениями в мире и не упускал возможности выразить свою точку зрения в печати. Его статьи и публикации пользовались спросом, и вскоре он завоевал репутацию проницательного аналитика. Тем не менее, годы в оппозиции были для Черчилля временем, когда он закалялся как политик. Он научился справляться с критикой и использовать любые неудачи как возможность для роста. Поддержка семьи и друзей также играла важную роль в его жизни, и его близкие всегда оставались рядом, несмотря на трудности. Важным аспектом этих лет стало также взаимодействие с женщинами, которые оказывали влияние на его карьеру и личную жизнь.
В частности, его отношения с супругой Клементиной оказали значительное влияние на его устойчивость и решимость. Вскоре его усилия начали приносить плоды. Черчилль не только укрепил свои позиции в партии, но и стал одним из лидеров, к мнению которого стали прислушиваться. Его предостережения и проницательные замечания о Германии начали привлекать внимание, и он ощутил, что его время еще не прошло. Он начал осознавать, что эти трудные годы в оппозиции стали для него необходимым этапом, который подготовил его к новым вызовам. Он вновь оказался на пороге новой политической арены. Ожидания и сомнения в его способности руководить страной утихали, и на горизонте начинала проявляться новая роль, которую он вскоре должен был сыграть. Какой путь ждал его впереди и какие испытания он должен был преодолеть, чтобы стать тем великим лидером, которым его знали и помнили? Эти события не заставят себя долго ждать. Уинстон Черчилль, известный как выдающийся политик и стратег, также оказался на удивление талантливым писателем. Его литературные амбиции начали развиваться в юности и постепенно привели к созданию множества произведений, которые не только отразили его личные взгляды, но и оставили заметный след в мировой литературе. В начале своего пути Черчилль писал газетные статьи и заметки, которые быстро привлекли публику. Его стиль отличался яркостью и живостью, что сделало его работы популярными среди читателей. Однако действительно значимые шаги в литературе Черчилль сделал позже, когда его политическая карьера обратилась в новые русла. В 1931 году, находясь в оппозиции, он решил отпраздновать свои литературные успехи, написав свою первую книгу о Первой мировой войне. Это произведение, озаглавленное «Мировая война», стало значительным вкладом в исследование военной истории. Черчилль не только анализировал события войны, но и делился своим личным опытом, что добавило книге уникальности и глубины. Следующие годы принесли ему не только успех в политике, но и новые литературные достижения. В 1936 году он выпустил книгу «Маленькая война», где описывал свои наблюдения за политическими событиями. Это произведение стало не только историческим отчетом, но и иконой его аналитического мышления. Черчилль умело сочетал факты и личный опыт, что позволяло читателю глубже понять суть происходящих событий. Важным переломным моментом в его литературной карьере стало получение Нобелевской премии по литературе в 1953 году. Эта награда была вручена ему за его всеобъемлющие произведения, охватывающие темы войны и мира. Черчилль стал первым английским премьер-министром, удостоившимся этой чести. Его работы не только информировали, но и вдохновляли людей, что сыграло значительную роль в формировании общественного мнения о войне и политической ситуации в мире. Помимо исторических и военно-политических исследований, Черчилль также проявил себя как мемуарист. Его автобиографические произведения, такие как «Воспоминания о Второй мировой войне», стали не только личным свидетельством, но и важным источником исторических фактов. В них он делился своими мыслями о событиях, в которых принимал участие, и часто описывал свои внутренние переживания, что добавляло глубины его рассказам. Не только литературные достижения, но и его способность к написанию речей привлекли внимание. Черчилль умел подбирать слова так, чтобы воодушевлять нацию, и многие его выступления стали историческими. Его ораторское мастерство, подкрепленное литературным талантом, позволяло ему объединять людей и вдохновлять их на действия в тяжелые времена. Речи, произнесенные им в критические моменты, стали символами стойкости и мужества. К окончанию своей карьеры Черчилль оставил огромное литературное наследие. Его книги, статьи и речи продолжают изучаться и цитироваться. Он стал не просто политическим деятелем, но и влиятельным писателем, чьи мысли и идеи будут актуальны еще долгие годы. В его литературной биографии можно проследить множество нюансов, связанных с его личностью и временем, в которое он жил. Таким образом, литературные достижения Черчилля не только укрепили его репутацию как выдающегося деятеля, но и создали ему место в пантеоне великих писателей XX века. Вскоре его жизнь обернется новыми связями и интригами, которые помогут ему в дальнейшем политическом пути. Как эти загадочные дружбы повлияют на его карьеру и личную жизнь? Загадочные дружбы Уинстона Черчилля часто определяли его карьеру и личную жизнь, создавая сеть влиятельных связей, которые помогали ему в политических подъемах и падениях. Важную роль в этом контексте играли его отношения с многими выдающимися людьми своего времени. Одним из первых значимых друзей Черчилля стал Бенджамин Дизраэли, выдающийся премьер-министр и политик, чье влияние на Черчилля было значительным. Дизраэли вдохновлял его своим харизматичным стилем и ораторским мастерством, что сильно повлияло на формирование политических взглядов молодого Черчилля. Среди его окружения также были близкие друзья и единомышленники, такие как лорд Линли, который стал не только союзником, но и советником в трудные времена. Их дружба завязалась еще в юности, когда оба увлекались политикой и были полны амбиций. Линли поддерживал Черчилля в его начинаниях, и их совместные усилия порой приводили к неожиданным результатам, включая успешные проекты и инициативы, которые помогали создавать имидж Черчилля как политика с глубокими убеждениями. Не менее интересной фигурой в жизни Черчилля была его дружба с поэтессой Айрис Мёрдок.
Их общение обогащало жизнь Черчилля, помогая ему открывать новые грани творчества. Айрис стала одним из тех, кто вдохновлял его на написание литературных произведений, и их переписка наполнила его дни интеллектуальной пищей. Она предоставила ему возможность взглянуть на мир через призму искусства и философии, что добавляло разнообразия в его жизнь, насыщенную политической борьбой. Однако Черчилль не только находил поддержку в своих друзьях, но и был окружен загадочными личностями, чьи намерения были порой неясны. Например, его отношения с марионеточными фигурами в политике часто вызывали недоумение и спекуляции. Эти связи иногда ставили его в сложные ситуации, когда одна ошибка могла значительно повлиять на его репутацию и карьеру. Женщины также играли значительную роль в личной жизни Черчилля. Его отношения с Клементиной, женой, были не просто романтическими, но и глубокими. Клементина не только поддерживала Черчилля в трудные времена, но и активно участвовала в его политической жизни, помогая ему формулировать идеи и стратегии. Она была его верным союзником и критиком, что придавало его деятельности дополнительную силу. Тем не менее, Черчилль также имел и другие связи, которые порой вызывали вопросы. Его дружба с некоторыми иностранными лидерами, такими как Франклин Д. Рузвельт, была стратегически важной. Эти отношения в значительной степени определяли его подход к международной политике. Как приятельство с Рузвельтом, так и его взаимодействие с другими мировыми лидерами помогали ему продвигать интересы Великобритании. Важным аспектом его дружбы с влиятельными людьми было умение маневрировать в политических водах. Многие из его друзей становились союзниками в борьбе за власть, а некоторые из них использовали его для достижения собственных целей. Черчилль понимал эту динамику и часто использовал свои связи для реализации своих планов. Так, его дружба с известными бизнесменами помогала ему в финансировании политических предвыборных кампаний и обеспечивала поддержку, необходимую для достижения успеха. Однако в этом мире нетривиальных связей и интриг Черчилль оставался на шаг впереди, маневрируя между различными интересами и создавая вокруг себя мощную сеть поддержки, которая в конечном итоге сыграла ключевую роль в его истории. Все эти дружбы и личные связи не только способствовали его карьерному росту, но и сформировали сложный и многогранный образ Черчилля как личности. Он умел находить общий язык с разными людьми, что добавляло ему шарма и привлекательности. Однако каждая из этих связей была не просто результатом везения. За ними стояли трудные решения и стратегические ходы, которые предопределяли его дальнейшую судьбу. Следующий этап в его жизни, наполненный тайными заседаниями и скрытыми планами, откроет новые горизонты его политической карьеры, добавляя еще больше слоев к уже запутанной и интересной биографии этого великого лидера. Влияние женщин на карьеру Уинстона Черчилля было значительным и многогранным. В самом начале его политической жизни одной из самых важных фигур стала его супруга Клементина Черчилль. Их брак, заключенный в 1904 году, стал основой для поддержки и вдохновения. Клементина не только разделяла с Уинстоном радости и тревоги, но и активно участвовала в его политической карьере. Она оказывала влияние на его решения, помогала формулировать идеи и служила критическим голосом, когда это было необходимо. Уинстон ценил ее мнение и часто прислушивался к ее советам, что укрепляло их союз и позволяло ему оставаться на плаву в сложных политических водах. Тем не менее, на протяжении всей жизни Черчилля его окружали и другие женщины, которые оказывали влияние на его карьеру и личные достижения. Одной из таких фигур была Грейс Мелони, известная активистка и соратница Черчилля. Она была не только его другом, но и влиятельным советником в вопросах, касающихся социальных реформ, которые Уинстон поддерживал. Их сотрудничество помогло Черчиллю расширить свои взгляды и взглянуть на политику с другой стороны, с точки зрения благосостояния народа. Еще одной важной женщиной в его жизни была леди Эдит Керр, с которой Черчилль поддерживал тесные отношения на протяжении многих лет. Ее умение находить общий язык с различными слоями общества и политическими деятелями позволяло Черчиллю укреплять свои позиции. Леди Керр часто выступала в качестве посредника между Черчиллем и ее кругом знакомств, что способствовало укреплению его связей с влиятельными людьми. Кроме того, Черчилль регулярно взаимодействовал с женщинами, активно участвовавшими в политике. Например, его отношения с Марианной Мунс были важными для его связи с женским движением. Марианна помогала ему понять проблемы, с которыми сталкиваются женщины, и это влияние отразилось на его взглядах и политических инициативах. Не стоит забывать и о его многолетнем сотрудничестве с женщинами-журналистами, которые писали о его деятельности. Их статьи и репортажи помогали формировать общественное мнение о Черчилле и его политике. Эти женщины стали ключевыми фигурами в его карьере, продвигая его идеи и создавая положительный имидж. Среди всех этих женщин особое место занимала его мать, Дженни Джером, чья американская кровь и новаторский дух оставили яркий след в жизни молодого Черчилля. Она всегда поддерживала его амбиции, вдохновляя на творчество и активную деятельность. Дженни была одной из тех, кто привел Уинстона в мир политики, и ее влияние нельзя недооценивать.
Даже в возрасте, когда Черчилль стал премьер-министром, влияние женщин на его карьеру оставалось заметным. Несколько его помощниц и советниц, таких как леди Патриция, играли важную роль в организации его работы и планировании встреч. Эти женщины обладали необходимыми навыками и знанием для того, чтобы поддерживать его в сложные моменты, когда политическая обстановка была тревожной и непредсказуемой. В конечном итоге Уинстон Черчилль был окружен женщинами, которые оказывали влияние на его карьеру и личную жизнь. Эти отношения не только укрепляли его политическую позицию, но и помогали ему оставаться на вершине в условиях постоянной конкуренции и интриг. Каждая из этих женщин внесла свой вклад в формирование Черчилля как лидера, поддерживая его на каждом этапе его удивительного пути. Вскоре после этого он столкнется с новыми вызовами, которые потребуют от него всех навыков и умений, приобретенных благодаря этим уникальным связям. Уинстон Черчилль, один из самых известных лидеров 20 века, часто скрывал свои истинные намерения за завесой тайны и интриг. В его жизни были моменты, когда стратегические заседания и секретные планы формировали не только политическую картину, но и его личную судьбу. Время, когда Черчилль стал премьер-министром, ознаменовалось не только борьбой с нацистской Германией, но и постоянными переговорами с союзниками и тщательно спланированными действиями, которые оставались вне поля зрения общественности. Одной из первых ступеней к его политическому успеху стали тайные заседания, проходившие в кругу доверенных лиц. Черчилль понимал, что эффективное руководство требует не только открытых действий, но и скрытой работы. Эти собрания обычно состояли из высокопоставленных военных и политических деятелей, которые обсуждали стратегии, планировали операции и оценивали риски. Черчилль часто использовал эти встречи, чтобы получить поддержку для своих инициатив, а также для того, чтобы влиять на принятие решений. Одним из ключевых моментов стало создание Совета по обороне, который стал площадкой для обсуждения военных операций и государственной политики. Черчилль собрал лучших умов своего времени, чтобы анализировать угрозы и разрабатывать планы защиты. Эти заседания проходили в условиях строгой секретности, и обсуждаемые вопросы порой касались самых актуальных и опасных тем. Например, обсуждение высадки в Нормандии стало одним из самых важных этапов Второй мировой войны, и именно такие встречи помогли сформировать окончательный план операции. Важным аспектом этих заседаний было то, что Черчилль не только выслушивал мнения своих советников, но и активно влиял на их выбор. Его стиль руководства отличался решительностью и настойчивостью. Он умел убедить своих союзников, что его идеи были единственным правильным решением. Так, например, когда обсуждались вопросы, касающиеся стратегии борьбы с Германией, Черчилль активно настаивал на необходимости жестких мер, что иногда противоречило мнениям его подчиненных. Его способности к манипуляции и убеждению часто ставили его в выигрышное положение в политической игре. Совершенно иные аспекты его жизни вскрывались во время встреч с иностранными лидерами. Черчилль часто выезжал за границу, чтобы наладить контакт с другими государственными деятелями. Это были не только формальные переговоры, но и неофициальные встречи, на которых обсуждались стратегически важные вопросы. Например, его взаимодействие с Франклином Д. Рузвельтом стало не только основой для американско-британского сотрудничества, но и определяло дальнейшие шаги в ходе войны. Эти встречи проходили в атмосфере доверия и открытости, но также и в условиях строгой секретности, где каждое слово могло оказать решающее влияние на исход событий. Некоторые из собраний проходили в тайных местах, таких как подземные бункеры, что добавляло элемент загадки к их содержанию. Черчилль и его команда понимали, что не все решения можно принимать на виду у общественности, и порой приходилось прибегать к скрытным методам. Эти заседания не только касались военных вопросов, но и затрагивали внутреннюю политику, где Черчилль весомо отстаивал свои интересы и планировал дальнейшие действия. Важной частью этого процесса было также взаимодействие с разведывательными службами. Черчилль активно использовал информацию, полученную от различных источников, чтобы принимать стратегически важные решения. Службы, такие как Ми-6, предоставляли ему доступ к секретным данным, что позволяло ему оставаться на шаг впереди противника. Эти сведения часто становились основой для будущих операций и маневров, что подтверждало его репутацию как человека, способного влиять на ход истории. Таким образом, тайные заседания и скрытые планы стали важнейшими элементами в жизни Уинстона Черчилля. Эти события не только формировали его как политика, но и влияли на его личные отношения, создавая сложный и многогранный образ величайшего лидера, который смог провести свою страну через самые темные времена. Каждое решение, принятое за закрытыми дверями, повлияло на судьбы миллионов и окончательный исход войны. Вскоре его имя стало синонимом не только политической борьбы, но и умения маневрировать в сложной игре власти, где каждое движение имело значение. Уинстон Черчилль, один из самых известных и противоречивых лидеров 20 века, стал символом мужества и решительности в тяжелые времена. Однако за его блестящей публичной репутацией скрывается множество мифов и загадок, которые, возможно, раскрывают более сложный и многогранный образ человека, чем тот, который обычно представляется.
Многие из нас знают Черчилля как премьер-министра Великобритании, который вел страну в годы Второй мировой войны, однако его жизнь полна противоречий, которые делают его личность еще более интересной. С самого юного возраста Черчилль проявлял выдающиеся способности, но не без трудностей. Его образование не всегда было успешным, и он сталкивался с множеством неудач, однако именно эти испытания сформировали его характер. Умение преодолевать трудности стало его визитной карточкой. Эти ранние годы, наполненные борьбой, уже тогда закладывали основы его будущей карьеры. Черчилль часто критиковал систему образования и стремился найти свой путь, что стало его отличительной чертой на протяжении всей жизни. Его военная служба также стала важной вехой в биографии. Черчилль участвовал в боевых действиях в Индии и Судане, где проявлял не только храбрость, но и умение анализировать ситуацию. Тем не менее, его критика командования и поиск справедливости привели к конфликтам, которые оказывали влияние на его дальнейшее продвижение по службе. Этот опыт закалил его, и он научился использовать свои связи и возможности для достижения целей, что также отразилось на его политической карьере. Политическая жизнь Черчилля была насыщенной и динамичной. Он сменил несколько партий и идеологий, что вызывало недовольство у современников. Однако его умение адаптироваться к обстоятельствам и находить общий язык с различными группами людей стало ключевым аспектом его успеха. Его страстные речи и убежденность в своих взглядах резко контрастировали с политическими реалиями, и это создавало вокруг него ауру мистики. Черчилль умел вдохновлять, однако его противоречивые высказывания иногда ставили под сомнение его истинные намерения. Его личные связи также играли важную роль в формировании его образа. Общение с влиятельными личностями и взаимодействие с женщинами, такими как его жена Клементина, оказывало значительное влияние на его карьеру. Он умел выстраивать отношения, которые способствовали его политическому росту, и эти связи часто становились основой для его решений. В этом контексте Черчилль стал мастерски маневрировать между различными интересами и мнениями, что позволило ему сохранять позиции даже в трудные времена. Ведя борьбу за власть, Черчилль использовал не только открытые действия, но и скрытые стратегии. Его тайные заседания с высокопоставленными чиновниками и военными лидерами стали неотъемлемой частью его политического стиля. Эти собрания, на которых обсуждались важнейшие вопросы безопасности и стратегии, позволяли Черчиллю оставаться на шаг впереди своих противников. Он выстраивал тщательно продуманные планы, которые часто оставались вне поля зрения общественности, и именно это умение предвидеть последствия своих действий сделало его исключительным политическим деятелем. Таким образом, образ Уинстона Черчилля, великого лидера, наполнен мифами и загадками. Его жизнь – это не только история успеха, но и сложный путь, полный противоречий и интриг. Этот выдающийся человек навсегда останется в истории как символ мужества и решимости, но за его действиями стоят тысячи историй, которые делают его личность более многогранной и интересной. Каждый новый этап его жизни открывает новые грани его характера, и каждая группа людей, с которыми он взаимодействовал, оставила свой след в его биографии.